Алло. Алло. Да. Где вы стоите? На точке подачи. Ну я тебя не вижу. Ты что, первый день, что ли, в такси работаешь? Алло, братанчик. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. Не, ну подождите, что значит вы меня не видите? В программе посмотрите, где я нахожусь, и все увидите. Вот я поставил точку, вот она, точка стоит, алло. Смотрите, вот у меня здесь вот рядом со мной крыльцо и какая-то грузинская кухня. Да ёбаный, сейчас разберемся. Подожди, так, стой секунду, сейчас 5 секунд. Ну я стою, да, чего? Все. Как эти, блин, туда поставил, не туда поставил. Сука, все же видно, куда тачка приходит. Ну не туда пришла, блин. Позвони, скажи, куда подать. Ты вообще лучше, блин, с первого раза попадать пальцами тут в эту самую, в программу, блин. То вызывают из лифта какого-нибудь. Потом точка определяется где-то, сука, рядом, а потом начинают возмущаться. Почему, бля, я вызвал ее? В голове ты, может, ее вызвал куда хотел, но машина приехала не туда, куда ты хотел. Вот так вот. Ну, идет проблемный хер. Здорово. Ну, чего вы возмущаетесь-то? Вы же видите прекрасно, друг, по программе, куда кто подъехал, во-первых. Вот вы можете здесь посмотреть. Это во-первых. У вас адрес, давайте уточним, 118 АУ, да, набережная Обводного канала, 118 АУ. Слушай, да? что ты мне рассказываешь, дорогой? Вы мне по адресу сначала скажите. По адресу? 118 АУ, правильно? Все, Просто такой по адресу все правильно. Слушай, почему я в этой программе разбираюсь больше? Вот в этом плане. Почему я работаю в такси, братанчик? Честно тебе сказать, я тоже таксист. У меня нет проблем. Я стоял на улице, тебя мерз. Алло. Сколько можно было тебя ждать? Тогда к вам вопрос. Если вы работаете в такси, зачем вы сейчас начинаете вот эти все вот качели какие-то непонятные? Я работаю в такси 7 лет, и я тоже прекрасно знаю, как работает программа. Если вы вызвали где-нибудь с какого-то помещения, где слабый интернет, точка определилась, блин, не в том месте, в котором вам надо. И за этим следить должен пассажир, а не я, это 100%. В любом случае, мы едем или нет? Мы приехали или нет? У вас поездка за наличные, да? Мы едем или что? Братанчик, извини, да. Мы можем не поехать, ну понимаете, Слушай, да? Тем более, если вы в такси работаете, вы же сами понимаете, если клиент проблемный, можно его как бы, извини, я мерз на улице, у меня есть история, о которой ты сейчас точно охуешь. Я тоже таксист, поэтому, как ты уже понял по моим рассказам. Поэтому, да, адрес правильный, погнали. Ну хорошо, за наличные доедем. За наличные. Ну, короче, прикинь, вторая смена в такси, вторая смена, я только вышел, сам понимаешь. Ты реально таксист? Так уж вышло, друг. Так уж вышло. Связал свою жизнь с такси, да. Сейчас, сам понимаешь, все бабки крутятся в этом. И курьеры, и таксисты получают. Случилось-то чего в итоге? Короче, вышел на вторую смену такси. Только сел за тачку. Соответственно. Есть что-нибудь попить у тебя? У меня в горле жвачка есть только. Будешь жвачку? Давай жвачку. Ну, давай. Вышел на вторую смену, значит. Стою на тачке, жду клиента. В этот момент резко в меня въезжает каршеринг. Которые покупали прав, ну ты сам прекрасно знаешь, какой контингент сейчас составляют водители каршеринга. Ну они не покупали, просто у них опыта мало. Там у них что, они же... Хотя и не покупали тоже. Так и что, ушатали тачку, что ли? Все имеет место быть. Тачка? Тачка, естественно, парка. Я даже не знаю, что будет. Мы сейчас едем с тобой в офис. Заказ, соответственно, за наличку. Бабок у меня сейчас с собой нет, потому что я все этим гаишникам, чтобы все это быстро оформилось. То есть у вас нет денег, мы бесплатно едем? А как мы так поедем? Слушай, мы сейчас приедем с тобой в офис. Мы приедем в офис, решим вопрос это с боссом. Я выйду тебе лично в руки, отдам эти деньги. Я всегда отвечаю за свои слова. Не переживай. Не, ну тут поездка-то не сильно много стоит. 5 минут ехать. Ну, не 5, 7, 8. Ну просто точно у меня не будет сейчас какой-то там... Не переживай, в любом случае я найду эти проблемные истории. Я сам таксист, братанчик, ты понимаешь, я сам. Я сам знаю, что такое кидал, и меня кидали не раз. Да, может быть, я
не так долго работаю, но таксистом я работал и в своем родном городе. Я приехал вообще вот из пригорода. Точно там не будет сейчас никаких, историй. Просто вот реально не хочу сейчас этим заниматься. Тем более, если, вы сам такси если работаете. Что, Ладно, хорошо, все, закрыли. Мы уже едем, осталось 6 минут, доедем, посмотрим. Все решим на месте. Все хорошо. Так а что, каршеринг там, кто-то молодой сидел или кто? Сидела тупая курица, которая только-только села, сука, за эту тачку, видимо, я не знаю. Я с ней долго разговаривать не стал, она там начала звонить, каким-то тоже что-то разбираться, выяснять. Не хочу, честно говоря, возвращаться в эти воспоминания неприятные. Так а сейчас-то ничего по кумполу-то не дадут в конторе? Я очень на это надеюсь, друг, понимаешь, очень. Надо я, честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Это геморрой, я согласен. Вообще это, скажем так, да, эпичненько. Такси и каршеринг. Кстати, каршеринг я могу так сказать. Вот, скажем так, положа руку на сердце, хрен с ним, с этой ситуацией. Подъехал, не подъехал, уже в рот компот, как говорится. Я сам ненавижу. Даже не сказать не ненавижу, а очень сильно опасаюсь каршеринга, который едет рядом со мной. Потому что, во-первых, опыт, зима, сейчас вообще, вон тут все скользко, и еще они все в телефоне сидят, они смотрят по программе, туда ли они едут. Проблема каршеринга в отсутствии креплений под мобильные телефоны, и они все вот здесь внизу долбятся. Соответственно, сейчас скользко, путь тормозной короткий, они в последний момент втыкают, а уже по тормозам давать без понту и вперед. Ни светофоров не видят, ни знаков. Я это знаю почему. Периодически сам пользуюсь каршерингом, и мне приходится телефон с программой, с навигатором, куда-то приспосабливать сюда, пытаться как-то так, чтобы он был не вот нырять глазами вниз, а смотреть. Ты же не будешь вот так ехать, с рукой вот так с вытянутой. Это тоже геморрой. Поэтому здесь надо, чтобы каршеринг что-то придумал, как-то, не знаю, приклеивал, прибивал, приваривал какие-то крепежки для телефонов, чтобы люди не вниз вот так не смотрели. Потому что они это делают и, соответственно, ни хрена не видят дороги. А реакции здесь, не хватит за секунду, за долю секунды затормозить, тем более, все скользко, все в снегу, все в какой-то хрени. Ты понимаешь, я стоял, ждал клиента. Я стою, жду клиента, она только села за эту тачку, она, видимо, только вышла. Из соседней парадки она вышла. Вот, она села, включила программу, навигатор, как ехать по газам, и неожиданно вдруг впереди не пустая дорога, это нормально. Исход, Да ладно, не переживайте, сейчас все решите, я думаю, что ничего страшного не будет. Да, ты тоже не переживай по бабкам. Если что, это не такие большие бабки, как говорится, а карма, она же для всех одинаковая, вселенная все видит, как говорится. Тем более, одно дело делаем. Одно дело. Я, товарищ, успешен в такси, никаких вообще проблем, лет 5-6 работ. А что, бабки-то есть здесь, работать можно. В крупных городах это самая успешная часть дела, на самом-то деле. Да. И курьеры те же, сколько, от таксиста от сотки получают. Я прочитал тут, в Фонтанке статистику, что в Санкт-Петербурге средняя зарплата пешего курьера 118 тысяч рублей, а средняя зарплата курьера на автомобиле 189. Это питерская статистика. И я на самом деле положительно офигел. То есть человек, например, на очень, так скажем, стрёмной машине, которая там джибаем тачка под курьер проходит, ты можешь зарабатывать под двушку. А пеший курьер 120 тысяч. Да, это, конечно, удовольствие хреновое, он там на велике гонит как раз. Да, зимой особенно это все тяжело, но с другой стороны, бабок на еду, как минимум, ты заработать можешь спокойно. И тебе для этого ничего не надо, кроме ног, не знаю, чтобы крутить педали или ходить пешком. Поэтому я, В элементарной базе знания русского языка тоже, мне кажется, это не главное, но приятный бонус. Не знаю. Здесь, мне кажется, что как раз и русский язык-то здесь не особо обязателен, потому что ты выполняешь функцию перевозчика и переносчика. Здесь не обязательно, где общение не особо и ни с чем не складывается. Здесь задача очень, вот как сейчас у нас произошла задача пассажиров и заказчиков четко представлять данные. Куда, откуда, кому, куда подать, куда привезти, а не так, чтобы там... Ладно, забыли. Про эту всю тематику. Забыли. Да,
свидание о работе, честно говоря. В свете последних событий лучше, честно говоря. Вот когда все решится, вот тогда я буду. Ну сейчас нам осталось вон повернуть и все. Подсказывайте мне слева, справа. Да вот здесь? Вот здесь, вот здесь. Да, Ладно. вот сейчас вот. О, блядь, честно, братанчик, волнуюсь вообще, как знаешь, как перед Нет, давайте выпускными. только вы не уходите, а звоните ему, ладно? Звоните, да, чтобы он подошел, чтобы не было такого, что я потом за вами бегаю. А он идет человек, не ваш? Наш. Да, заходите. Привет. Добрый. Заходи в парк. Ну все, удачи. Спасибо, Жена. Пока. Давай. Ну засадитесь, чтобы не мерзнуть. Давайте. Так, 200 рублей. 200 рублей. Что-то он прямо очень сильно распереживался. Да, ничего страшного. Сейчас сдачу дам. Не надо. Спасибо. Точно? Да, Ну, что-то очень не много. переживайте. Молодой парнишка просто запереживал. А ему, Что-то- не, ну на самом деле спасибо за такие чаевые, как говорится. Да ладно, без денег все-таки парнишку довезли. Он Но- отдал там последнее, чтобы пацанову получить. Он на самом деле очень сильно на эмоциях, он очень сильно переживает. А что ему будет-то реально? Да ничего, он же не виноват. Ну не виноват. Не, Что будет? Ничего не будет. Поговорим сейчас с ним и расскажем, что это ничего страшного. Скажем, что быстро машинку починят или сейчас другую дадут. А вы Как бы- ну, в состоянии сами? У вас свой да вообще этот сам? Я не просто так интересуюсь, скажу потом почему. У вас свой СТО, да, свое? Да, у нас своя станция технического Вы же обслуживания. вы не отправляете куда-то там хрен знает куда, Нет, а себе чего? привозите? У нас там 2 больших ангара, А. там и стапеля, споттеры, там, ой, там целая малярная камера даже есть. А машин-то много у вас вообще? Слушай, вроде было 800 с чем-то, еще просто 100 в этом месяце должны получить. 800 машин? Да. Офигеть. Я, правда, ни хера не понял, да? Ну ты это, давай, у тебя башка варит, да? Ну это, блин, очень нифига. Самый, господи, сдержалась. По каким тарифам в основном? Большой разброс? От эконома до К+. А, да? Все есть. Ничего себе. И Логаны, и Полики, и Рапиды, и Солярисы, и китайцы, и так далее. И К5 даже есть. И даже бизнес Мерс катается. А, серьезно? Я объясню, почему я интересуюсь на самом деле. Я подключашка. У меня есть свой таксопарк, но нет физических машин. И регулярные вопросы, нет ли у вас своих тачек, чтобы взять, покатать. А у нас своих тачек нет. И меня спрашивают, типа, вы можете кого-то порекомендовать, кому обратиться? А я реально никому, то есть я не контачу с физическими парками практически. А вот сейчас как раз такой контакт. И мне интересно просто, реально у вас сносные условия, скажем так, чтобы я мог, например, водителей к вам бы отправлять. Поэтому я и спрашиваю, сколько тачек, какие тарифы, чего там вообще по условиям. Есть также у нас и метан. У вас же здесь пропан, офис, и правильно? всё. Да, на Вводном 118. да, 118. Вот куда я вывез его. Фига себе. Прикольно, кстати, у вас. Да, у нас также и менеджеры, техническая поддержка 24 часа работает. То есть... А вы здесь же у вас СТОшки? СТОшка здесь же? Нет, на Витебской сортировочной. Тут буквально минут 10-15, может, с пробками 20. А сами тачки где стоят? Там же? Нет, не стоят. Они все в разъезде. В аренде. Я понял. То есть вот именно почти 800 машин все в аренде. То есть простой все равно, нет я же, слова хорошо, совсем. но я же могу, если что, отправлять к вам водителей, потому что... Да, у нас колл-центр ведет запись, у нас дачи по графику. То есть можно в очередь стать, так скажем, за тачкой? Без проблем. Водители постоянно берут, у нас много постоянников, которые не 1 год ездят. Так, а как зовут вас? Меня Владислав. А я Евгений, очень приятно. приятно. Владислав, а давайте мы, знаете, как сделаем? Если вам не сложно, я запишу. Нет, давайте так, вы пошлите мне сейчас на WhatsApp ваши, я не знаю, там, что у вас там, сайт, какие-то... может быть, Давайте вы сначала номер. 8911? Да, Верно? да, киньте мне, либо там смс-кой, либо WhatsApp. Я скину на Telegram. У нас давайте как раз на Telegram. есть Telegram-канал, где обсуждаются все события парка. Также есть чаты водителей, ситуации дорогу рассказывают. Вот. У нас даже там есть Telegram-бот.
Возможность снять аренду машины там. Я как раз, когда меня будут спрашивать, ребята, я буду направлять к вам тогда. Тем Да, более, что вы были будет щедрыми отлично. по чаевым. Так что мне никогда не жалко. Копейки для Не, других людей как копейки, не жалко. копейки, это все равно показатель для людей. Я по таким, скажем так, мелочам очень хорошие оценки даю. Очень важные. Да, главное отношение. Ну, все равно. Давайте, вы это самое, чтобы вас не задерживать, вы кинете, да? Да, все просто, а всё. я потом это самое. Спасибо большое. Спасибо вам Если еще раз что, за чай. Спасибо. Пишите, звоните. Всегда Спасибо на большое. связи. Спасибо, Влад. До свидания. Пока-пока. 800 рублей как с кустика. Так, сейчас он мне пришлет. Знаете что? Я вот могу вам так сказать. Не надо жадничать никогда. Сделаем так. Все, кто интересуется постоянно, регулярно, по несколько тысяч раз в день, где взять тачки в аренду. Друзья мои, я оставлю под этим роликом вот то, что он мне пришлет, не знаю, что там, Телеграм, не Телеграм, все это оставлю под этим роликом. Вы, соответственно, можете смело туда писать и смело с ними разговаривать. И смело можете говорить, что узнали от Такси Хайпа. Может быть, вам сделают еще какой-то ништячок. Возможно, не знаю. Может, и не сделают, конечно, но, судя по щедрости ребят, думаю, что что-нибудь сделают. А нужно помогать друг другу. Вот мне помогли, я помог, мне помогли, и опять я помог. А в следующий раз, может быть, мне позвонят и скажут, блин, есть золотой Гелендваген на тариф, супер эксклюзив мажор такси, что-нибудь такое, новый тариф, и скажут, а вам бесплатно можете работать. Я сяду и заработаю $1 триллион. Такое не то, что возможно, а к такому надо стремиться. Итак, хороший денек сегодня получился, я считаю. Солнце уже садится. В Питере теперь темнеет рано. Я хочу, чтобы все были богаты и счастливы. Вот такой посыл я посылаю. Такой запрос у меня во Вселенную. Поэтому будьте все богаты, друзья мои, и счастливы. И помните, что под лежачий камень водичка не течет. Надо что-то делать. Я, например, кручу баранку. Вы можете делать то же самое, а можете делать что-то другое. Выбор за вами. Но бабки, как говорится, любят тех, кто что-то делает. Ладно, харе философии. Поехал я домой к жене и детям. Пока-пока.